Согласно данным Интерпола, в Москве с начала 90-х годов до 2003 года от рейдерства погибло 1 миллион человек. Это больше москвичей, чем погибло в Великую Отечественную войну. С августа 2009 года эта цифра утроилась в связи с закрытием УБОПов по указу администрации президента. Владимир Александрович Телепнев-Оболенский, 1946 года рождения. Человек с врожденным дефектом мозга. У него продана квартира по адресу город Москва, улица Вавилова, дом 58, корпус 3, квартира 161. От имени мертвого человека, его матери. Данные вручную сфальсифицировал Росреестр. Якобы продана на основании свидетельства о смерти по доверенности. Данные паспорта для доверенности предоставлены аферистами из товарищества собственников жилья «Архитектор-2» через управдом Ашкиля. 10 лет его квартира находится в собственности украинского мента Максима Кравчука, который оформил квартиру на своего отца. МВД в этом преступлении не видит уже 10 лет. Аналогичные фокусы в деталях освещены в одном из роликов Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нашем случае материалы регистрационного дела Росреестра по квартире засекречены аж гостайной. Человек, беспомощный в волевом отношении уже 10 лет без определенного места жительства. За разоблачение этой мафиозной схемы в отношении родственников Владимира Александровича 10 лет велась кампания на уничтожение. Каково это описано на этой страничке ВКонтакте. Файл называется «Перевод в редакцию». В данный момент родственница Владимира Александровича Телепнева-Оболенского образовала сбор средств на покупку жилплощади 72-летнему бомжу. Не на квартиру в Москве, а 300 тысяч рублей на покупку домика в селе. Если вам не безразлична эта история, вы можете поучаствовать и помочь Владимиру Александровичу. Присылайте кто сколько может на указанные выше реквизиты, а также делитесь этой историей с друзьями, знакомыми и близкими. Эта история должна быть придана огласке, а также во что бы то ни стало должна восторжествовать справедливость.